Генпрокурор Крыма госпожа Поклонская своим волюнтаристским решением объявила вне закона Меджлис крымских татар, приравняв его к экстремистской организации. Мы, группа московских гражданских активистов, вышли сегодня с крымско-татарским флагом, чтобы выразить свою солидарность коренному населению Крыма, который подвергается гонениям, начиная с февраля этого года. Были аресты по национальному признаку крымских татар с целью дискредитировать их, обвинив их в экстремистской деятельности. Были аресты и в марте, вот этой весной, много задержаний. Людей арестовывали в кафе, выбирая их визуально по национальному признаку, стараясь. Мы здесь, собравшиеся, просим считать нас всех крымскими татарами, и мы требуем прекратить этот произвол. И сейчас, в теперешних условиях, когда господин Бастрыкин угрожает всем нам, что если мы будем выражать свою точку зрения, например, что Крым – это Украина, и нас за это будут объявлять экстремистами, так вот мы категорически против таких вещей. Мы хотим сказать, что мы совершенно не боимся этих угроз, и мы призываем всех солидаризироваться вместе с нами и выразить свой решительный протест против вот таких вот вещей. И мы уверены, что те, кто виновны в аннексии и оккупации Крыма, вот все эти господа, начиная с Путина, они все предстанут перед Гаагским трибуналом, как военные преступники. Крым – це Україна, Донецк – це Україна, Луганск – це Україна, Русня, прибирай танки. Свободу политзаключенным, свободу узникам 26 февраля, Чайгозу, Асанову, Дегерменджи. Мемориал признал их политзаключенными, и мы требуем их освободить. Руки прочь от крымско-татарского Меджлиса. Россия будет свободной. 18 мая годовщина депортации крымско-татарского народа, 72-я годовщина. Сталин депортировал крымско-татарский народ в 1944 году. Сейчас все стремительно идет к тому, что это повторится. Мы проваливаемся в сталинизм. И поэтому я призываю всех адекватных россиян поддержать крымско-татарский народ. А прошу считать меня крымской татаркой. Крым – Украина. Русские вон из Украины. Ввиду репрессий крымских татар, прошу считать меня крымским татаром. Прошу считать меня тоже крымским татаром. Выражаю свою солидарность с крымско-татарским Меджлисом, последним оплотом Украины в Крыму, в аннексированном Российской Федерацией. Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Героям слава! Свободу политв'язням! Свобода! Политзаключенным. В понедельник, 18 апреля, Меджлис крымско-татарского народа был объявлен экстремистской организацией. Я выражаю свое несогласие с этим, а также свою поддержку крымским татарам, которые имеют полное право на национальное самоопределение, на то, чтобы Крым был крымско-татарским. Мы боролись, мы поддерживали, как буддийская сангха, буддийская община, поддерживали чеченский народ в его борьбе за самоопределение. Мы поддерживаем крымско-татарский народ и считаем оккупацию Крыма незаконной. Один из наших членов нашей общины, буддийского ордена Ниппонзан Миходзи, является крымским татарином. Он проживает в Бишкеке, но приезжал в Крым после оккупации и увидел своими глазами, насколько там сейчас страшный авторитарный режим. Ходить по центру города опасно, везде милиция, полиция. За любое несогласованное действие могут
арестовать, и один раз его задержали. И мы молимся за то, чтобы ситуация в Крыму мирно разрешилась. И Крым обрел мир и покой, чтобы оттуда ушли оккупанты. И вернулся ли он к Украине или стал ли полностью крымско-татарским, это решать жителям Крыма.